Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. В комментариях на Ютубе под одним из наших выпусков нас попросили сделать выпуск о лексике, связанной с садом. И мы, конечно, не эксперты в этой теме, но тема интересная, и думаем, что для многих она будет актуальной. Но начнем мы не с лексики об овощах и фруктах, а с культурного аспекта. В наших выпусках мы часто говорим о русской и постсоветской культуре, рассказываем вам о нашей жизни в России, о нашем детстве. И сегодняшний выпуск не исключение. Да, напоминаем, что наш подкаст выходит не только в аудио, но и в видеоформате. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно посмотрите этот выпуск в видеоформате, так как мы будем использовать много иллюстраций, картинок, которые помогут лучше понять и визуализировать то, о чем мы говорим. Итак, что же первое приходит в голову, когда мы говорим о саде? Это слово «дача». И это слово, которое бывает трудно перевести на английский язык, потому что это не просто слово, это целый концепт. Верно. Дача– это загородный дом, куда люди приезжают отдыхать на выходных или летом. И слово «загородный» означает, что этот дом находится за пределами города, не в городе. И для многих россиян дача– это не просто дом, это особый образ жизни. Летом люди уезжают на дачу, проводят там время на свежем воздухе, жарят шашлыки, занимаются садом и просто хорошо проводят время с семьей. Мгм. Конечно, дача бывает разной. У кого-то это небольшой дом без водопровода, без электричества, а у кого-то это большой дом, хороший, удобный, комфортный, с водопроводом и с электричеством, и даже с баней. А вот, например, у твоей семьи была дача? Да, у моей семьи раньше была дача в моем детстве, и это совсем не шикарная дача. Это простой двухэтажный домик, и там не было воды, то есть не было водопровода, там не было электричества. И участок был небольшой, но там было достаточно много овощей и фруктов. И также по классике на участке был огромный бак для воды. Ну и тоже по классике туалет на улице. Извини, что прерываю. Ты сказала про бак воды. Вопрос: а были ли у вас еще бочки с водой? Бочка — это такой, большой контейнер для воды. И если были, то ты в них купалась? Ну, конечно. Да, у нас на участке была бочка тоже с водой, и еще, как и у многих других, у нас стояла старая ванна с Мгм. водой. И иногда в жаркие дни я сидела в ней. Но еще раз скажу, я была ребенком, да, это не взрослый человек, который сидел в ванне на даче. И удивительно для меня сейчас, что тогда я могла сидеть в этой ванне с не самой чистой водой, в которой какие-то листья, какой-то мусор и тоже какие-то насекомые. Но сегодня я иногда боюсь идти в бассейн, потому что я очень сильно боюсь инфекций. Также на даче мой дедушка сделал гриль, потому что после работы на участке все всегда были голодными, и нужно было что-то готовить. Ну и так как дача была
дачей бабушки и дедушки. Ам, Когда осталась только бабушка, и она уже стала слабой, наша семья приняла решение эту дачу продать, так как никто, кроме бабушки и дедушки, не хотел ей заниматься. Вот такая история. И у твоей семьи была или есть дача? Да, у моей семьи тоже была дача, точнее, дача была у моих бабушки и дедушки. И, я помню, как, ребенком я часто не хотела туда ездить каждые выходные, потому что я хотела остаться в городе, гулять с друзьями, играть с друзьями. Как глупа я была. Сейчас-то вот, М. каждый из нас мечтает о своем домике за городом, на котором можно отдыхать. Да. Ну и, конечно, у нас тоже по классике, был туалет на улице, была эта бочка с водой, было место для шашлыков, и еще у нас был такой большой, ну или не очень большой, но стол на улице под деревом, чтобы там, вечером ужинать, и чтобы кормить комаров, потому что, конечно же, на природе много комаров. И еще, что я очень хорошо помню, и то, что греет мне душу, это то, как бабушка на огороде в саду собирала разные листья и травы, например, листья малины, смородины, мяты, и готовила чай. И вот ты пил этот чай вечером на даче. Это такое бесподобное чувство. Окей, я хочу добавить кое-что. Ты сказала, что ты не хотела туда ехать, и сейчас ты об этом жалеешь. Я тоже, конечно, не хотела туда ехать, потому что обычно по будням ты просыпаешься рано, потому что тебе нужно идти в школу, и в выходные ты должна просыпаться рано, потому что ты должна ехать на дачу. И, во-первых, это было для меня ужасно, абсолютно. Я ненавижу просыпаться рано и ненавидела уже тогда, но тоже потому, что там надо было работать. И это я тоже терпеть не могла, потому что, ну, может быть, мы позже об этом скажем, но там действительно мне давали задания, и мне нужно было что-то делать. Поэтому вот ты жалеешь сейчас, что ты не любила туда ездить? А если честно, я до сих пор не люблю это время, когда нужно было туда ехать. Мгм. Да, очень разное восприятие Мгм, этого мгм. времени. Ну, можно вообще здесь добавить, что в целом у россиян, мне кажется, есть вот это вот двойственное отношение. Кто-то действительно, да, любил и любит дачу, и любит заниматься садоводством там, то есть сажать разные овощи и фрукты. А есть люди, которые говорят, что дача должна быть для отдыха, и нужно там отдыхать, лежать на шезлонге и не работать. Поэтому ты имеешь право не любить, дачу. Верное замечание, спасибо. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть замечательный, самый лучший в мире разговорный клуб. Там вы можете хорошо провести время, практиковать ваш русский язык, найти новых друзей и, самое главное, побороть языковой барьер. Все детали в описании, присоединяйтесь. Итак, мы сказали с тобой про бабушек и дедушек, и они застали советское время, и в то время дача для обычных людей была не местом для отдыха, а местом для выращивания еды. И главным на участке был не дом, а, конечно же, сад или огород. Давай объясним разницу между садом и огородом. Мгм. Да, огород — это, участок земли, на котором выращивают зелень и овощи, например, картофель, помидоры, огурцы, лук. А сад — это участок земли, на котором выращивают фрукты или разные ягоды. То есть, например, ягодные кусты, они будут больше относиться к саду. Деревья, яблони, груши тоже больше к саду. Да, когда мы говорим огород, мы сразу представляем специальные места с небольшими ограждениями. Такие места называются грядками, грядки.
а также теплицы и парники, в которых обычно выращивают более капризные растения, более капризные овощи, вроде помидоров. Мгм. Точно. И здесь, наверное, интересно поговорить про глагол "сажать" и "садить". Они значат одно и то же, то есть выращивать или создавать растения, но у них есть разная стилистика. И поэтому некоторые россияне могут спорить о том, какой же вариант правильный. Точнее, говорить о том, что вариант "садить" — это разговорный, просторечный вариант, и поэтому ему не место в диалоге или в речи. Если ты говоришь "садить", то ты безграмотный, там, некультурный человек, а правильный вариант только сажать. Вот, поэтому, нужно, говорить правильно, скажем так, и это сажать вариант. И интересно, что совершенный вид этого глагола — это посадить. То есть глагол садить все таки не забывайте. Сажать, Да. посадить. Да. И, конечно, когда мы говорим о саде или огороде, все люди, все дачники знают слово "рассада". Рассада — это молодые растения, которые, нужно пересадить, в землю, когда начинается дачный сезон. Например, сейчас у моей сестры есть дача, и моя мама очень серьезно настроена на то, чтобы посадить как можно больше овощей и ягод, и фруктов. И поэтому у нее всю весну на подоконнике стояли огромные полки с этими маленькими контейнерами с рассадой. И ей уже было некуда их ставить, но это типичная ситуация. Я ненавижу, как пахнет рассада помидоров. А. Я как вспоминаю, когда вся комната, любая комната, она в рассаде перед сезоном. И как это Мгм. пахнет. И появляются тоже какие-то маленькие насекомые, которые Да. начинают там летать вокруг. Фу. Мгм. Окей, Я ладно. тоже, да, я тоже не фанат. Хорошо. И эти молодые растения, они появляются из семян. И семена можно купить в специализированных садоводческих магазинах. Магазины называются "Все для сада" обычно. И там же можно купить инструменты для сада и огорода, то есть лопату, чтобы копать землю, секатор, чтобы отрезать ветки кустов и деревьев, газонокосилку, чтобы трава была невысокая на территории дома, а также грабли для листьев и травы. Мгм. Да, еще мне вспоминается такой незаменимый элемент сада-огорода. Это такая маленькая табуретка или маленький стульчик, на котором удобно сидеть, когда ты занимаешься посадкой растений, чтобы не болела спина, ну и просто чтобы ноги не устали. Я вот прям представляю мою бабушку или маму, которые сидят вот так в огороде. Да, прости, я здесь немного хочу добавить, что сейчас ты разбудила какие-то ужасные воспоминания в моей голове, потому что я уже говорила, что в саду мне давали задания, и одним из популярных заданий для меня было собирать смородину. Я думаю, немногие знают, что такое смородина. Пожалуйста, погуглите или посмотрите на экран, если смотрите видео. Дело в том, что она очень маленькая. И чтобы собрать смородину с одного куста, нужно было потратить очень много времени, и куст еще колючий, то есть он колется. И как раз вот на этой табуретке, на этом маленьком стульчике я сидела и собирала эту смородину. Поэтому ты представляешь маму, а я просто вспоминаю свой опыт и себя. Ну, поддерживаю. Собирать смородину — это было ненавистное занятие, поэтому Но если любишь извини. компот, Люби, да, любишь компот — люби и смородину собирать. Да, ну и, конечно, если говорим об уходе за огородом, за растениями, нужны специализированные глаголы. мгм. Например, землю нужно копать.
копать или перекапывать после зимы, чтобы эту землю подготовить к посадке, чтобы она стала более мягкая и ее было удобно использовать. Ну и как вы понимаете, на территории России в основном земля после зимы довольно твердая, и ее действительно нужно подготовить. Да, и также растения нужно поливать, то есть давать им воду. Обычно для полива мы используем лейка. И в детстве это одна из обязанностей детей. И мне лично это не нравилось делать, потому что я никогда не понимала, когда достаточно и когда недостаточно. А тебе? Тебе нравилось поливать растения? Да, мне нравилось. Мы с моей двоюродной сестрой делали это вместе, и было после жаркого дня очень весело чуть-чуть и на себя плеснуть воды. И, М. в общем, это было более приятное занятие из всех. Я уже слышу, как кто-то печатает комментарии. Наташа, ты просто ленивая. Ты не любишь ничего делать. Да, Но ну было давайте. страшно. Было Да. страшно сделать ошибку, потому М, что если ты что-то делаешь не так, то ты можешь получить выговор от бабушки, для которой Конечно. сад и овощи, Мгм. фрукты на нем это что-то самое важное в жизни. Мгм. Поэтому, да, это просто страх. Да, я считаю, кто не работал на даче летом в детстве, тот пусть ничего не говорит. Вы не знаете, каково это. Да, для начала докажите нам, что у вас есть такой опыт, пруфы в Мгм. студию, а потом Да, уже что-то говорить. да. Затем, когда мы уже посадили рассаду в землю, и она начала расти дальше, землю иногда нужно пропалывать от сорняков. Сорняки — это такие растения, которые мешают другим полезным растениям развиваться и расти. Ну и также сорняки очень быстро распространяются, проходят по всей территории, поэтому их нужно прополоть. Ну, еще, конечно, землю нужно удобрять. Для этого используются удобрения. Удобрения могут быть органические, например, навоз. А навоз — это какашки животных. Да Ну и ладно, мы также говорили слова пострашнее. все равно это всегда смешно. Мгм. Да, или, конечно, химические удобрения. Да. И также на природе, конечно, у нас есть вредители, например, насекомые, которые хотят съесть ваши растения. Поэтому важно защищать огород от вредителей. И здесь, конечно, тоже сегодня могут использоваться химические средства и также разные народные методы тоже. И этими средствами обычно опрыскивают растения, то есть делают пшик-пшик, и такое устройство для спрея называется пульверизатор. Может Мгм. быть, кому-то это будет полезно. И здесь Мгм. меня опять флешбэкнуло М. с колорадскими жуками. Да. Собирала? Мгм. Я не помню, чтобы я это делала сама. Меня жалели. Серьезно? Боже мой, какое у тебя счастливое детство было. Да, но, в целом это неприятная тема, потому что на даче было не так много картошки, но у меня еще была деревня, где просто М, бесконечное поле да, картошки, и там этих жуков просто куча. И это даже да. даже смотреть на это неприятно. Да, да, но я думаю, что сейчас на экране наши зрители могут видеть, как выглядит колорадский жук. И просто, если вы не знали о нем и никогда его не собирали, я вас поздравляю. Что Повезло. сказать? Повезло, Да. действительно. Думаю, это были самые основные слова по теме Да. сада и огорода. Если дальше изучать эту тему, то там уже будут такие больше термины и слова для профессионалов. Ну, а так как у нас нет дачи, нам дальше углубляться не актуально. Ну, а если бы у тебя была дача, как бы ты ее использовала? Да, на моей даче были бы только цветы и травы. Например, базилик,
мята. И огорода мне хватило в моем детстве. И я, как ты видишь, не очень воодушевленно рассказываю о работе, которую нужно делать на огороде. И поэтому у меня бы была именно дача для отдыха. И было бы идеально построить баню и какое-то такое уютное место для ужина по вечерам и чаепития днем. Что-нибудь Мгм. такое. Мгм. И твоя дача, какой бы она была? Но мне вот твоя картинка, конечно, очень нравится. Я тоже представляю такое место для мангала, Мгм. газон, да, чтобы было красиво, и Мгм. шезлонги, чтобы загорать. Но есть, конечно, и другая сторона медали. Чем старше я становлюсь, тем больше я начинаю любить органическую еду, знаешь. Мгм. Мгм. И такая возможность, целый сезон, да, всё лето питаться своими помидорами, огурцами, ягодами, конечно, тоже звучит очень привлекательно. Ну, я бы хотела здесь добавить, что это будет очень сложно вырастить овощи и фрукты без химикатов. Да, то есть это тоже очень большая работа, и я думаю, часто именно органические, в плане органические без химии овощи, это результат большой работы, и тебе действительно придется работать на этой даче. Ну да, там ты уже выберешь, когда у тебя будет дача, хочешь ты работать или отдыхать, как я. Мгм. Ах, мечтать не вредно. Вопрос недели. А вы выращиваете растения дома или на даче? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода и список слов в Quizlet, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.